Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Обычно в лоскутном шитье все узоры, даже самые сложные, можно составить из квадратов и треугольников, по-разному их сочетая, сшивая или делая разрезы. Это самый простой способ разрезать квадрат по диагонали под углом 45 градусов. Но если в нашем распоряжении оказывается угол 60 градусов, то количество вариантов и узоров многократно возрастает. Я уже шила изделия из равносторонних треугольников и шестиугольников. Выкройки можно изготовить самим, но дело идет гораздо быстрее, если есть готовые пластиковые шаблоны. Работать с такими шаблонами легко и просто. Они толстенькие и удобные. Замечательно, что шаблоны прозрачные, сквозь них виден рисунок ткани. А благодаря разметке можно вырезать деталь нужного размера. В этом помогут и сквозные отверстия. В этих линеечках учтены и припуски на швы. А с помощью шестиугольного шаблона можно легко выкроить гексагоны разного размера. Вроде мелочь такие линеечки, а труд рукодельниц облегчают в разы. Надо ведь себя баловать, пользоваться хорошим инструментом. Ссылку, где их можно приобрести, я оставлю в описании под видео. На основе угла 60 градусов построим выкройку. Нам надо две детали с углом 120 градусов и одну деталь 60 градусов. Широкую часть сделаем округлой. Из лоскутков и остатков ткани выкроем нужные детали. Для одного цветка надо две больших и две маленьких. Еще один момент. Сделаем припуски на швы с боковых длинных сторон, а снаружи их можно не делать. Длины заготовки хватит. Мелкие детали, украшения, будете выкраивать уже на свой вкус. Для начала соединим вместе две детали, большую и маленькую. Рекомендую шов немного не дошивать до угла, оставлять примерно 6 мм. Строчку делайте крепкой, мелкой, закрепки обязательно. Сшили детали попарно, потом их развернули, расправили, а потом одним швом соединяем обе половинки. Следите за тем, чтобы в центре совпадали пересечения швов. Это точки на расстоянии 6 мм от края. Тогда у вас все получится красиво и аккуратно. Готовые детали разворачиваем и проутюживаем. Дальнейшая работа – это уже ваша фантазия. Можете открыть интернет и посмотреть, как выглядят цветочки Анютины глазки. А можете сходить в свой сад. Может, кто-то из вас такие выращивает. Как правило, в центре у этих цветочков желтая серединка, а на лепестках цветные пятна. Смотрите и примеряйте сами, как вам больше нравится. Я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. Когда все детали на месте, воспользуемся небольшой хитростью. У меня есть кусочки клеевой паутинки. Аккуратно поместим их под детали аппликации. А дальше уже зафиксируем их горячим утюгом с паром. Детали аппликации сначала прошьем по контуру прямой строчкой, а потом уже можно пройти зигзагом или каким-нибудь из декоративных, что есть на вашей швейной машинке. Будем шить дальше. Ткань для обратной стороны и лицевую часть сложим лицом к лицу и к ним присоединим кусок холстопрошивного полотна.
Эти детали выкраиваем чуть больше лоскутного верха. Всю заготовку прошиваем по краю цветной верхней части, оставляя отверстие для выворачивания. Когда все прошито, аккуратно отрезаем лишнюю ткань и по всему контуру делаем надсечки. Это нам поможет аккуратно и чисто вывернуть заготовку. Открытые срезы подворачиваем и незаметно зашиваем иголкой с ниткой. И как художники намечаем линии, нарисуем строчками жилки лепестков. Этими швами мы и укрепим заготовки, и дополнительно их простегаем. Контур по краю тоже нам поможет. Когда мы нарисовали жилки, возьмем нитки ярко-желтого цвета и нарисуем ими тычинки, складочки. Конечно, этот момент не обязателен. Вы, когда будете шить, решайте сами, как ваш цветок будет лучше всего смотреться. И получилась у нас прелесть прелестная, целая цветочная поляна. Красота! Обожаю Анютины глазки. В них есть беззащитная прелесть. И комнатные фиалки я тоже у себя разводила. Очень нравятся эти цветы. С Анютиными глазками связывают много легенд и преданий. Древние римляне считали, что Анютины глазки появились так. Несколько мужчин подглядывали за купающейся Венерой, и боги в наказание превратили их в цветы. Еще одна легенда гласит, что была девушка Анюта, чей возлюбленный был вынужден жениться на другой. Анюта долго плакала и превратилась в грустный цветочек. Официальное название Анютиных глазок – фиалка трехцветная. Ну, в общем, вы догадались, что у нас сегодня не просто цветочки, а замечательные подставки под кружки и чашки. Знаете, когда в семье есть дети, и все домочадцы любят пить чай рядом с компьютером, либо в комнате рядом с телевизором, то проще нашить такие оригинальные подставки. И красиво, и мебель убережет от пятен, и вас от нервных потрясений. Кстати, на языке цветов Анютины глазки символизируют задумчивость, а кроме того, подаренный кому-либо букетик Анютиных глазок может означать «думаю о вас». Хотя все это ерунда. Если вы хотите, чтобы мужчина о вас думал, просто возьмите у него денег в долг и не отдавайте. Уверяю вас, он только о вас и будет думать. Всем желаю творческих успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!